Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. И сегодня у нас вред и польза урюка. Польза и вред урюка изучены достаточно хорошо, в результате чего не каждому рекомендуют его употреблять. Сухофрукты всегда считались самыми простыми и вкусными продуктами питания. Наибольшей популярностью пользуется урюк. Как многим известно, он имеет не только приятный сладкий вкус, но и обладает большим количеством целебных свойств. Тема пользы продуктов всегда актуальна, а вот про вред говорят гораздо реже. Тем не менее, перед тем, как начать употреблять урюк, рекомендуется заранее ознакомиться с противопоказаниями, либо проконсультироваться с лечащим врачом. Что такое урюк и как он выглядит? Урюк – это сушеный абрикос, имеющий внутри косточку. Процесс засушивания осуществляется непосредственно на дереве. Постепенно плод менял цвет с насыщенно ярко-желтого до темно-оранжевого либо коричневого. Под воздействием солнца из абрикоса испаряется влага, кожа плотно прилегает к косточке. Абрикос превращается в урюк естественным путем, без вмешательства человека. Отличие урюка от кураги и кайсы. Урюк – это сушеный абрикос с косточкой. Такие сухофрукты имеют большое количество целебных свойств и питательных компонентов. На данный момент существует несколько видов сушеного абрикоса. Курага – половинки сушеного абрикоса без косточек. Цвет варьируется от ярко-желтого до темно-коричневого. Яркий окрас свидетельствует о присутствии химических веществ. Такие сухофрукты приобретать не рекомендуется. И кайса – это целый плод, из которого изъяли косточку. След от косточки остается, внутри пустота. Урюк – абрикос, который созревал и вызревал на ветке. Под действием солнца плод терял влагу и превращался в сухофрукт, готовый к употреблению. Давайте мы с вами посмотрим на химический состав и калорийность урюка. В состав сушеного абрикоса входит протеин, углеводы, триглицерид, фосфор, калий, кальций, железо, органическая кислота, клетчатка, витамин А, витамины группы В, В1, В2, В5, В6, витамины групп С, Е и К. Питательность продукта обусловлена наличием сахара. Больше всего плод содержит углеводов, а меньше всего белков. Калорийность на 100 грамм составляет 213 килокалорий. Полезные свойства урюка. Приносит урюк пользу для сердца. Также благодаря большому содержанию полезных веществ данный вид сухофрукта используют в целях поддержания здоровья и хорошего состояния как у мужчин и женщин, так и у детей. Многие специалисты рекомендуют употреблять сушеный абрикос людям с плохим зрением. Также продукт используется в качестве омолаживающего средства. Благодаря тому, что сухофрукты содержат большое количество магниевых солей, то их используют при гипертонии. Регулярное употребление урюка в небольших количествах приводит кровяное давление в норму. У тех людей, которые постоянно употребляют в пищу сушеные абрикосы, переломы являются нечастым явлением, так как продукт способствует укреплению костной ткани. Так как во время беременности не избежать отеков, то урюк можно использовать в качестве мочегонного средства, но необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, так как имеются противопоказания. Для женщин урюк приносит пользу для организма женщины, питая его не только изнутри, но и снаружи. К основным полезным свойствам можно отнести: во время беременности сушеный абрикос способствует нормализации гемоглобина, устраняет анемию на начальном этапе развития. На последних сроках вынашивания плода помогает справиться с задержкой дефекации. Для тех, кто любит бронзовый цвет кожи, можно использовать продукт при получении солнечных ожогов. В некоторых случаях помогает предотвратить бесплодие, помогает крови сворачиваться. Как видно, сушеные абрикосы очень полезны для здоровья, в результате чего женщины оценивают продукт по достоинству. Для мужчин приносит урюк пользу и для организма мужчин. В случае, если мужчина активно занимается в тренажерном зале и стремится добиться рельефного тела, то урюк является незаменимым компонентом в рационе питания. Он восстанавливает мышечные волокна, способствует увеличению массы, а благодаря питательности чувство голода не наступает длительное время. Рекомендуется ежедневно употреблять сухофрукты, если работа связана с тяжелым физическим трудом. Благодаря содержанию большого количества калия, сушеные абрикосы нормализуют работу сердца. У мужчин достаточно часто наблюдается повышенное давление, обезвоживание, нарушение ритма сердца. В данных случаях продукт помогает устранить проблемы. Сушеные абрикосы содержат бета-каротин, что позволяет нормально функционировать предстательной железы, следовательно, улучшает потенцию. Также полезен зеленый
определенный чай с урюком, но в небольших количествах. Для детей. Если добавлять сухофрукты в рацион питания детей, то можно защитить их от множества заболеваний. К недугам можно отнести проблемы со зрением, что актуально во время учебы, предотвращение инфекционных и простудных заболеваний, проблемы с пищеварением и запоры. Так как урюк имеет приятный сладкий вкус, то его можно использовать для приготовления вкусных десертов, тем самым заменив вредный для здоровья сахарный песок. Также сухофрукты можно использовать для приготовления компотов. Если перекормить ребенка, то начнутся проблемы: вздутие, боли в животе, пищевая аллергия. Перед тем, как вводить в рацион питания ребенка урюк, необходимо предварительно проконсультироваться с педиатром. Показания к употреблению урюка. Зачастую урюк употребляют при следующих заболеваниях: при мигрени, анемии, онкологии, депрессии, бронхите, астме и сахарном диабете. Плоды способствуют замедлению процесса старения, сохраняют ясность ума. Многие готовят напиток долгожителя, употребляя который можно прожить до 120-130 лет. Разрешен ли урюк при беременности и грудном вскармливании? Во время беременности употреблять урюк можно, так как он содержит большое количество полезных веществ, которые так необходимы будущим мамам, укрепляет иммунную систему, предотвращает анемию на ранних стадиях, устраняет запоры. Также стоит учитывать, что в составе сушеного абрикоса имеется диоксид серы, который благоприятно сказывается на здоровье женщины и будущего ребенка. Сушеный и свежий абрикос относятся к лактогенным продуктам, в результате чего фрукты нужно использовать при грудном вскармливании. При этом стоит понимать, что необходимо соблюдать меры предосторожности и учитывать противопоказания. Сухие абрикосы молодая мама может употреблять в пищу только после того, как ребенку исполнится 3 месяца. Вводить в рацион их нужно аккуратно, по несколько штук в день, при этом наблюдая общее состояние ребенка. Ну а можно ли есть урюк при похудении? Сахарный урюк приносит пользу даже для тех, кто пытается сбросить лишний вес. К полезным свойствам сухофрукта для похудения можно отнести: способствует улучшению работы кишечника. Люди, страдающие избыточным весом, испытывают проблемы с кишечником, так как состав биоциноза изменяется. Организм получает большое количество клетчатки, что очень полезно при похудении. Сушеный абрикос помогает организму бороться с хроническими воспалениями, которые являются причиной появления лишнего веса. Перед тем, как начать употреблять данный продукт, необходимо заранее ознакомиться с противопоказаниями, а лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом. Не рекомендуется использовать большое количество урюка по следующим причинам. У продукта имеется сладкий вкус. Все сладости, даже с минимальным содержанием калорий, вредны. Сладкие продукты оказывают негативное воздействие на мозг, заставляя тем самым человека употреблять все больше калорийной пищи. Курага относится к высококалорийным продуктам. Употребление данного продукта не может насытить организм из-за отсутствия белков и жиров, но при этом активно разжигает аппетит. Сухофрукты только помогают набирать вес. Организм перезагружается калориями, которые в дальнейшем переходят в жировые отложения. Не стоит думать, что из-за наличия отрицательных моментов стоит отказаться от сушеных фруктов во время похудения. Их можно использовать в пищу, но в небольших количествах. Таким образом, употреблять урюк во время похудения можно. В небольших количествах он помогает сбросить лишний вес. Оптимальным считается 4-5 штук в течение дня. Если употреблять больше, то есть вероятность, что вес не снизится, а наоборот будет увеличиваться. Можно ли употреблять урюк при сахарном диабете? Употреблять сушеные абрикосы в еду при сахарном диабете можно. Обусловлено это тем, что гликемический индекс у свежих фруктов гораздо выше. Стоит учитывать, что благодаря большому количеству фруктозы количество сахара в крови увеличивается, а частое употребление урюка может привести к появлению диабета. И важно, несмотря на то, что сушеный абрикос можно есть при диабете, делать это нужно аккуратно и в маленьких дозировках. Как употреблять урюк? Сушеные абрикосы рекомендуют употреблять в небольшом количестве. Если придерживаться данного правила, то имеется возможность обогатить организм витаминами, а не причинить ему непоправимый вред. Невозможно точно определить суточную норму урюка. Обусловлено это тем, что фрукт является продуктом питания, а не лекарственным средством. Чтобы не нанести здоровью вред, рекомендуется съедать не более 5 штук.
Перед тем, как начать употреблять продукт, рекомендуется сушеные плоды промыть под проточной водой и замочить на 15 минут, а затем снова промыть. Ну а теперь вред урюка и противопоказания. Перед тем, как начать вводить в рацион питания сухофрукты, необходимо учитывать пользу и вред сушеного урюка. Продукт способен негативно сказываться на общем состоянии здоровья человека. При наличии аллергической реакции стоит незамедлительно отказаться от употребления продукта. Также сушеный абрикос не рекомендуется людям со слабым желудком. Но к противопоказаниям можно отнести проблемы с желудочно-кишечным трактом, пониженное артериальное давление, наличие кишечного воспаления, желудочная язва, дети, которым еще не исполнился 1 год, личная непереносимость урюка и период лактации. Особый вред способна принести курага, имеющая неестественный внешний вид и которая прошла химическую обработку. Польза и вред урюка были известны еще в древние времена. Лекари использовали данный продукт для лечения людей, избавляли их от множества заболеваний, в том числе и от раковых клеток. На сегодняшний день урюк используется не только для еды, но и в современной медицине, косметологических целях. Перед тем, как приобрести урюк, стоит учитывать, что он способен принести вред организму. Именно поэтому стоит ознакомиться с противопоказаниями, а лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом. Вот, собственно, и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или мнением можно в комментариях. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.